Тема сегодняшнего урока будут анимационные ключи, анимационные кривые. Немножко отойдем от темы технической части, от констрейнов, и перейдем больше в творческую часть. Значит, я думаю, ни для кого не секрет, что в анимации существуют ключевые кадры, сами ключи и анимационные кривые между ними. Давайте для начала перейдем к нашим кубам и сфере для наглядности. Откроем Outliner. И я вам хочу напомнить, что у нас сфера находится под констрейном от куба. То есть куда бы ни двигался куб, соответственно, за ним будет двигаться сфера. Итак, как же ставят ключи? Какой самый быстрый способ использовать ключи и вообще анимировать? Самый быстрый способ — это выделить объект ключевания и нажать клавишу S на клавиатуре. То есть мы можем видеть справа, что проставились все ключи на Transform ноде, на все атрибуты, которые есть в Channel Box. На Shape ноде, естественно, ничего не проставлено. Вот. Дальше, чтобы заанимировать наш объект, давайте перейдем в 15 кадр. То есть вот это у нас таймлайн. Вот у нас сейчас на данный момент выставлено 30 кадров в секунду. Соответственно, с 0 по 15 это у нас где-то полсекунды. Также еще хочу попросить вас отключить автокей, кнопочку. Автокей дает нам автоматическую постановку ключа, то есть нам не нужно даже нажимать клавишу S или ставить ключ вручную. Нам достаточно просто двинуть куб, и ключ поставится автоматом. Ну, это, я думаю, позже мы рассмотрим. Сейчас нам главное понять, как вообще вручную ставятся ключи. Значит, как я уже показал, ключ можно ставить как клавишей S, так и выделив часть атрибутов в ChannelBox, нажав вторую кнопку мыши и нажав Case Select. То есть можно ставить анимационные ключи на любой выделенный атрибут. Ну, даже можно это делать в Shape ноде. Ну, это нас сейчас не интересует. Почему ключи окрасились в красный цвет, а здесь, например, в розовый? Красный цвет говорит о том, что в данном кадре есть ключ на каком-то из атрибутов. Если мы перейдем, например, в 10 кадр, то здесь у нас все ключи будут розового цвета, потому что в данном 10 кадре нету ключа. Но как бы ChannelBox говорит нам, что ключи есть в других кадрах, поэтому подсвечиваются розовым цветом. На самом деле существуют и другие цветовые гаммы, но мы их пока рассматривать не будем. Давайте удалим этот ключ. Почему? Потому что мы не сделали никакой анимации, мы просто поставили ключ в том же самом положении. Поэтому как удалять ключ и вообще как работать с таймлайном? У нас вот есть таймлайн, я первой кнопкой мыши двигаю кадры. Ставим в 15 кадр, нажимаем вторую кнопку мыши, нажимаем Delete. Ну все, ключ удалился. Теперь давайте заанимируем. То есть, значит, в нулевом кадре у нас куб стоит здесь. Давайте перейдем в 15 и подвинем наш куб по оси X. И, например, здесь поставим ключ. Ну, а только на Translate. Теперь, если проиграть, мы можем видеть, что с 0 по 15 кадр наш куб двигается. Вот. И на данный момент это у нас проанимирована именно ось X. Давайте представим себе, что мы хотим, чтобы наш куб дальше двигался по оси Z. Например, в 30 кадре он смещался вот сюда. Для этого ставим таймлайн в 30 кадр и перемещаем куб сюда. И нажимаем, допустим, клавишу S. Насколько я уже объяснял, ключ можно ставить разными способами. Можно как здесь, так и нажав клавишу S. Вот. И теперь, если мы проиграем анимацию, мы видим, что наш куб меняет траекторию движения в 15 кадре и теперь уже перемещается по оси Z. Покажу еще одну очень интересную особенность таймлайна. Вы будете ею
часто пользоваться, если привыкнете. Как правильно копировать и как быстро копировать ключи с одних кадров в другие. То есть у нас, как я уже показывал, есть таймлайн, который мы можем первой кнопкой мыши перемещать, то есть менять кадр. Но у нас также есть средняя кнопка мыши, маус 2, ей тоже можно перемещать таймлайн. Ну, как мы можем видеть, ничего не происходит. То есть на самом деле при перемещении средней кнопкой мыши таймлайна наша анимация остается в нулевом кадре. Просто перемещается вот этот фейковый маркер. Ну, как фейковый. Он просто перемещается, но значение кадра не меняется. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы быстро скопировать нулевой кадр или какой-либо другой кадр в другое место. Ну, допустим, мы хотим скопировать 15 кадр в 25. Ставим 15 кадр, маус 2 перемещаем и нажимаем клавишу S. Все, теперь наш 15 кадр скопировался в 25. Видите, ничего не происходит. Ну и, соответственно, между ними ничего тоже не происходит. Если мы нажмем play, в этом промежутке у нас будет простой, а потом резкое ускорение. То есть, почему здесь ускорение? Потому что у нас меньшее количество кадров требуется, чтобы преодолеть вот это расстояние. То есть, соответственно, у нас же есть зависимость времени от расстояния, и с этого мы получаем скорость. Значит, вот так очень удобно копировать ключи. Можем скопировать 30 кадр на 5. Соответственно, теперь мы переходим как бы в 30, ну, то есть как бы скопировали в значение 30 кадра, возвращаемся. И вот такая у нас получается анимация. Ну, давайте пока удалим эти ненужные промежуточные ключи. Вернемся к нашему вот такому линейному движению. И рассмотрим, что такое Graph Editor. Значит, еще очень, перед тем, как мы откроем Graph Editor, еще хочу показать полезную тулзу. Это Break Connection. Например, если мы хотим удалить scale ключи, то есть ключи по масштабированию, допустим, они нам не нужны. Мы вот так вот просто выделяем scale ключи, нажимаем вторую кнопку мыши, нажимаем Break Connection. И он просто обрубает связи с анимационной кривой. То есть все, ключа больше на scale нету. Окей, теперь давайте перейдем в Graph Editor. Graph Editor находится в Windows, Animation Editors, Graph Editor. У меня на данном моменте стоит горячая клавиша Alt-G. Вы можете поставить себе любую удобную, которая не занята. В данном окне вы будете анимировать 99% вашего времени. То есть, что я имею в виду? На самом деле, опытный аниматор больше смотрит именно в Graph Editor, чем во Viewport. То есть, у опытного аниматора глаз наметан настолько, что он может по анимационным кривым, по анимационным ключам примерно понимать, что сейчас происходит в сцене, как резко или как медленно ускоряется или двигается объект. То есть многие опытные аниматоры даже здесь правят анимацию, работают именно вот в самом Graph Editor. Конечно же, смотря и на визуальную составляющую. То есть Graph Editor — это крайне важное окно для редактирования анимаций. Левое окно Graph Editor — это наши анимационные каналы, ну то есть оси, по которым у нас проанимирован объект. В данном случае мы ось scale, то есть оси масштаба x, y, z, насколько вы помните, мы сделали break connection, удалили, поэтому их здесь нет. Но если вернуть назад то эти ключи, то они здесь тоже появятся. По вращениям мы ничего не делали. Соответственно, у нас кривая просто ровная. И, как мы можем видеть, в 15 кадре нет ключа, потому что мы в 15 кадре ставили ключ вручную только на Translate. Если вот мы теперь перейдем в Translate, например, Translate Y, видите, здесь ключ есть. Соответственно, так как мы по вертикали тоже не меняли никаких, не делали никаких манипуляций, не анимировали, то кривая по вертикали, то есть Y, у нас тоже ровная. То есть это означает, что у нас ничего не происходит. Вот горизонтальная — это у нас идет время, то есть это вот нулевой кадр, а вот 30-й. То есть, по сути, здесь 1 секунда.
А по вертикали это идет значение. Для удобства восприятия, для начала считайте, что это сантиметры. Ну, в принципе, это так и есть. Именно в моих настройках Maya. То есть на данном этапе у нас куб находится на высоте 0,45 сантиметра и не меняет эту высоту на всем промежутке 1 секунды, на всей промежутке анимации. Давайте посмотрим на наши оси Translate X и Translate Z. А здесь мы можем видеть, что как раз здесь у нас есть изменения у кривой. То есть у нас с 0 по 15 кадр мы двигаем по оси X. А с 15 кадра по 30 мы двигаем по оси Z. Давайте для удобства откроем Translate X. То есть вот у нас с 0 по 15 идет движение. И после 15 у нас по оси X уже движение не идет. То есть мы по оси X больше не перемещаемся. Начинаем перемещаться уже по оси Z. То есть вот у нас ось Z. Значит, как во viewport вообще приближать ключи? То есть здесь работает та же самая схема, что и во viewport. То есть мы точно так же можем, как и во viewport, перемещать. Ну, естественно, только вращать не можем. А чтобы приблизить кривую, можно нажать F. Или чтобы все отобразить, как во viewport, нажать A. И тогда он отобразит на весь граф-эдитор наши кривые. Это очень удобно. Значит, как перемещать ключи в граф-эдиторе? Допустим, мы хотим изменить, чтобы у нас куб стартовал в нулевом кадре не с 8 сантиметров по x, то есть вот у нас 0, да, а вот в эту сторону 8 сантиметров, а с 10. Можно это сделать несколькими разными способами. Как просто первой кнопкой мыши, но не совсем точный способ, потому что, насколько вы можете видеть, кривая двигается не только по вертикали, но если мы сместим мышку, она двигается и по горизонтали, что может быть неудобно, мы можем испортить наш тайминг, нашу анимацию. Поэтому существует клавиша Shift, с помощью которой мы можем заблокировать одну из осей. То есть мы зажимаем Shift и тянем, например, только вверх. Видите, появляется курсор мыши со стрелочками. И как бы вы ни двигали мышь, двигаться будет только вверх-вниз. А если мы зажмем Shift и, например, вправо-влево подвигаем мышь, то зажатый маус 2, то теперь мы двигаем только по горизонтали. Можно еще двигать просто колесиком, вот, точно так же, как и первой кнопкой мыши, только здесь не обязательно наводиться, можно в любой части граф-эдитора двигать в любом направлении. То есть, что вообще вот именно означает вот эта кривая и вот эти ключи? Ну, по сути, вот это разница, на которой идет смещение нашего объекта. Значит, в нулевом кадре у нас куб сдвинут сейчас на данный момент по оси X, то есть вот от нуля, вот ось X, вот от нуля он сдвинут на 8 сантиметров в нулевом кадре. Это кадр, а это значение. В 15 кадре через полсекунды он у нас смещается уже на значение чуть ниже 4 сантиметров. То есть, по сути, за полсекунды мы преодолели примерно 4 сантиметра. И вот так это работает. Ну, а дальше у нас идет уже линейное значение. Если мы хотим, например, чтобы у нас в нулевом кадре куб стартовал не с этого значения, а со значения 12 сантиметров, например, то вот мы просто с зажатым шифтом двигаем на значение 12. Или можно здесь просто жестко вбить 12. Вот, так работает анимация именно в граф-эдиторе. Если вы хотите не в граф-эдиторе, а хотите это сделать во viewport, достаточно просто здесь подвинуть на значение, ну, например, вот, к примеру, давайте 10. 10. И нажать клавишу S. То есть поставился ключ, соответственно, анимационная кривая обновила свое местоположение. Если бы у нас был бы автокей включен, о котором я говорил, то при перемещении куба по какой-то из оси у нас автоматически кривая принимает значение. Это очень удобно при анимировании, мы не задумываемся, поставился ли ключ, надо ли его ставить, он ставится автоматически. И он ставится только там автоматически, по какой из оси мы сдвинули. То есть по оси Z сейчас ничего не ставится. Значит, так работает автокей. Я его пока отключу. Дальше давайте поговорим про такие вещи, как тангенсы. Насколько вы можете видеть, при выделенном ключе у нас видно вот такое вот коромысло.
То есть это как раз и есть тангенс. Наверное, задавались вопросом, почему вот интерполяция между кадрами, почему она происходит вот так вот плавно. Почему, допустим, не резко или еще как-то. А все потому, что это как раз интерполяция и есть для плавности. То есть, что это означает? Вот если мы приблизим, это означает, что вот в нулевом кадре мы перемещаемся в первый кадр, и вот в этом месте у нас еще куб как бы практически стоит на месте. Но дальше он плавно начинает разгоняться. То есть, чем сильнее наклон, да, угол нашей кривой, тем больше скорость у куба. Соответственно, вот здесь его скорость максимальная. И дальше, чем ближе к 15 кадру, тем его скорость замедляется. И если мы включим анимацию и присмотримся, то мы заметим, что куб двигается плавно. Он плавно разгоняется, плавно меняет траекторию и плавно здесь тормозит. Но что же будет, если мы сделаем вот эти вот кривые все острыми, ну, резкими. То есть резкие будут не плавные, а резкий переход. Давайте выделим все ключи. И вот здесь, где меню тангенсов, вот это все меню тангенсы, вот аж до сюда. Сейчас стоит автоматическое изменение тангенсов. Но вот если, допустим, мы нажмем острое, там, линейный тангенс, то сейчас у нас все движения кривой приобретут линейный вид. То есть вот эта ровная кривая, это означает, что у нас на всем протяжении кривой скорость одинаковая, не меняется. И если теперь мы проиграем, мы можем видеть, что движения немножко заострились. Они как бы напоминают бильярдный шар, который резко отскакивает от борта. То есть, соответственно, характер движения уже поменялся. То есть мы можем видеть, что это не мягкий как бы объект, а жесткий. Давайте рассмотрим еще другие тангенсы. Здесь есть еще горизонтальный тангенс. Чем он отличается от автоматического? Смотрите, если, допустим, автоматический тангенс включить, если, например, мы будем этот ключ перемещать вверх-вниз, вот, например, я перемещу его вниз, а этот ключ перемещу вверх. Видите, автоматически тангенс подстраивается. Мне не надо ничего даже делать. Отмотаем. Но если мы поставим здесь горизонтальный тангенс, что бы мы здесь ни делали, вот этот тангенс все равно остается горизонтальный. В основном анимируют в автоматических тангенсах, поэтому вам нужно знать просто про несколько их типов. Существуют также вот еще резкие переходы, например, как здесь. Это, грубо говоря, для телепортации. Давайте везде тут поставим резкий переход. Вот видите, он просто резко телепортируется. Зачем это сделано? Некоторые аниматоры для удобства пользуются таким типом тангенсов, чтобы определить ключевые позы персонажа. То есть, допустим, в нулевом кадре он стоит, в 10-м резко достает меч, уже как бы телепортируется в позу доставания меча. В 15-м он уже заносит меч на удар, и в 20-м он уже бьет. Или там в 25-м. То есть, таким образом мы как бы более четче видим ключевые позы. То есть, наш персонаж, он просто телепортируется между позами, и между позами он стоит, никак не двигается. Это более наглядно, и некоторые аниматоры этим пользуются. Это для уже как бы для каждого, для его удобства каждый решает сам. Также существуют случаи, когда нам нужно... Это, кстати, я двигаю тангенс второй кнопкой мыши, маус 2. То есть я его вначале выделяю, а потом двигаю. Иногда существуют ситуации, когда нам нужно разделить тангенс. Вот, например, вот он сейчас острый, да, но я хочу немножко его подправить. Хочу, чтобы вот здесь он тоже стал острый, но я не могу этого сделать. Видите, меняется и тут тоже. Поэтому для этого существует вот break tangents, разделение. Нажимаем, теперь все, этот ключ перешел уже в режим разделенных тангенсов. Теперь выделим тангенсы и можем менять также и здесь траекторию. Вот, это удобная вещь, когда нам нужно сделать, например, прыгающий шарик. То есть давайте все вернем, все поставим как было, автомат. Например, представьте, что это у нас прыгающий мячик. Вот у нас есть Translate Y, это перемещение мячика по вертикали, то есть он прыгает, допустим, сейчас у него на данный момент значение почти 0,45, ну вот он падает с высоты, к примеру, сейчас я отдалю, 3 сантиметра или там даже 5 сантиметров,
Сейчас приблизим вот так вот, чтобы было удобнее видно. Соответственно, здесь он падает на пол. И, к примеру, вот здесь он отскакивает и летит обратно вверх. Вот на такую высоту. Да? Соответственно, здесь у нас должен быть резкий переход. То есть мячик, он же как бы отскакивает, правильно? Давайте удалим ключ по оси Z, чтобы куб туда не улетал дальше. Да хотя зачем, пусть уже будет. Просто вас немножко будет сбивать, что куб, он как бы улетает вот туда, в ту сторону. Но ничего страшного. Вот, и сейчас он мягко это делает. Вот, видите, да? Давайте все же я подвину по оси Z немножко. Вот так вот сделаю. Поставлю, чтобы вам видно было. То есть я в 15 кадре немножко подниму ключ для того, чтобы было более понятно, что происходит. То есть, что я сделал? Я в 15 кадре сместил положение куба ближе к нулевому кадру. Вот, и опять вернемся к нашему перемещению по оси Y. Вот, мы хотим сделать, чтобы здесь не мягкий был переход, а резкий. Нажимаем Linear Tangents, чтобы был острый угол, и смотрим, что изменилось. Мы можем видеть, что отскок усилился. Но мы хотим сильнее сделать его. Нажимаем Break Tangents и сделаем, например, вот здесь вот так. И здесь примерно так же. Ну, только не перебарщивайте, иначе, видите, у вас кривая уйдет за. Это тоже, в принципе, можно так анимировать. Но мы сейчас так не будем делать. То есть достаточно вот так. Все, у нас как бы шарик как бы падает с более сильного обрыва, вот, грубо говоря, если простым языком. Вот, видите, он прям интенсивно отскакивает. Вот так вот работают тангенсы. Давайте удалим вообще ключи все с оси Y, чтобы они нам не мешали. То есть вот вы даже можете видеть, все ключи удалились. И опять вернемся к нашему X и Z. Видите, даже отсюда Translate Y пропало. Все, опять вернулись к нашему перемещению. Также вернем здесь ключ, как и было. Можно даже, знаете, как сделать? Скопировать значение отсюда. Вот оно 387, Ctrl-C. И сюда Ctrl-V. Все. Теперь здесь такое же идеальное значение, как и здесь. То есть мы вернулись к нашей изначальной анимации. И я покажу вам некоторые меню, тулзы, также как добавляются ключи и так далее. То есть как удалять ключи вы уже знаете. Выделил, нажал Delete. Вот, как же добавлять? Значит, в меню Case существует такая tools, как Insert Key, ну, Add Key тоже. Чтобы добавить ключ, надо выделить кривую, нажать Key, Insert Key. И вот видите, у нас курсор мыши превращается в такой крестик. Это означает, что если мы сейчас зажмем маус 2, то теперь мы сможем выбрать, в каком кадре мы хотим поставить ключ. Вот если вы сейчас отпустите, то ключ будет поставлен в том кадре, где вы отпустите. Сделаем undo. Можно просто нажать, не выбирая кадр, оно поставится. Можно еще раз нажать. Вот. Так ставятся ключи. То есть теперь мы можем этими ключами немножко разнообразить кривую, да? Видите? То есть я зажимаю Shift, смещаю ключ вниз, и все, в этом значении у нас куб, так как у нас угол наклона здесь резкий, куб ускоряется, потом он даже чуть-чуть возвращается назад, то есть у нас, видите, больше как бы превратился в горизонтальную кривую наше движение куба, но как бы не то, что даже в горизонтальную, а даже вот немножко вверх пошла кривая. То есть это означает, что куб будет наш возвращаться в предыдущее значение. Значит, в этом месте он даже чуть назад будет идти, будет двигаться. И дальше опять он двигается по своей траектории. Поэтому получается вот такое рваное движение. Удалим эти ключи. Я покажу вам, как нормально и быстрее намного добавлять, не заходя в это меню. Достаточно просто выделить кривую, зажать клавишу I. Вот я ее держу. И видите, пока я ее держу, активируется вот этот крестик. И теперь можно точно так же добавлять ключи. Если я отпущу I, то этот tools отключается.
так вот работает это. Значит, есть еще, кроме перемещения наших ключей или там группы ключей, даже можно вот так, существует еще scale ключей и scale анимационных кривых. Зачем это нужно? Вот сейчас, в данный момент, наша анимация занимает 1 секунду, то есть с 0 по 30. Длительность ее 1 секунда. Но мы хотим ускорить, чтобы не 1 секунду, а полсекунды. Для этого просто выделяем, ну, давайте все ключи выделим, чтобы не путаться. Тут все даже не активные. Зажимаем R. R это у нас scale. Насколько мы помним, вот во випорте W, E это rotate и R это scale. Соответственно, здесь точно так же. Зажимаем scale. И теперь мышкой выбираем место, то есть как бы точку, от какой мы хотим масштабироваться. Если, допустим, выберем здесь, то, соответственно, мы будем масштабироваться от 5-го кадра, там, где наш курсор мыши. Но мы хотим масштабироваться от 0-го кадра. И вот мы можем масштабировать всю нашу анимационную составляющую пропорционально. Соответственно, вот у нас где-то здесь вот 15-й кадр, и вот мы можем сделать так, чтобы у нас анимация где-то вот примерно и заканчивалась вот как-нибудь на 15-м кадре. Вот. И теперь видите, здесь у нас она и заканчивается на 15-м. Если мы сейчас проиграем, она стала в 2 раза быстрее, то есть уже анимация проигрывается за полсекунды. Но с этим нужно быть аккуратным. Почему? Потому что вот промежуточные ключи, они же смещаются пропорционально, соответственно, значение их кадра часто бывает, имеет дробное значение. То есть, видите, у него сейчас кадр 7,5. То есть у него не 8, не 7, у него именно кадр 7,5. И даже на таймлайне, вот когда мы двигаем, здесь 15, здесь 0, а здесь именно, видите, в промежутке 7,5. То есть это не очень хорошо, когда мы в дальнейшем, например, захотим подвинуть кривую куда-то вперед, мы этого не заметим. И происходит что? Когда мы двигаем вперед кривую, перед тем, как движение кривой начнется, те ключи, которые находились в промежутке, они автоматически прыгнут в ближайшие кадры. То есть, видите, он прыгнул, а теперь это 8-й кадр. И ваша анимация чуть-чуть на долю секунды поменяется. И это будет видно глазу. Соответственно, при таких вот рескейлах нужно делать такую вещь. Нужно перемещать эти ключи в какой-то из ближайших кадров, куда вы считаете нужным. Например, в 7-й. То есть зажимаем и просто тянем влево или вправо, и вот оно автоматически приснепливается. Все, теперь у нас ключ стал в 7-м кадре. Отмотаем. Есть также еще туза называется Snap. Если мы нажмем, он приснепит к ближайшему кадру. Он к 8-му кадру приснепил. Так это работает. Давайте отмотаем, как было раньше. Покажу вам еще один способ скейлинга. Возможно, вам он будет более удобный. Он основывается на типе ключей. Есть такая вещь, как breakdown ключи. То есть key — это обычные ключи, а есть breakdown. Вот если мы выделим все промежуточные ключи, вот так, и нажмем Convert to Breakdown, мы можем видеть, что они превратились в зеленый цвет. То есть даже вот здесь у нас ключ стал зеленый. Это значит, что эти ключи у нас breakdown. А что это означает? Теперь, если мы ближайшие там или какие-то любые другие ключи, смежные с брейкдауновским, начнем двигать, то брейкдаун ключи будут изменять свое местоположение пропорционально. То есть не нужно скейлить, достаточно просто подвигать, и они будут менять. Вот так. И опять же здесь нужно, конечно же, следить за той же самой проблемой междукадровости и тоже потом делать снэп. Но для того, чтобы сделать снэп, надо вначале перевести в обычный, то есть convert to key. Все, они стали опять красными, и только теперь мы можем делать снэп. Ну или вручную вот зафиксировать. Вот, значит, давайте я отмотал, опять сделаем convert to key. Еще покажу вам, почему именно сам ключ при движении снэпится кадром. Это потому что здесь стоит галочка Snap to Grid. Ну, Time Snap On-Off. То есть, вот если эту галочку, если эту иконку отключить, то вот видите, теперь ключ не снэпится. Куда бы мы его ни подвинули, он всегда будет принимать значение дробное. Вот. Но в основном всегда, конечно, анимируют со снэпом, чтобы была привязка к кадрам. Есть еще снэп по вертикали, но им никогда никто не пользуется, потому что
Это, скорее всего, какая-то, может, техническая анимация, где там нужно шаговый двигатель анимировать, чтобы идеально на точное значение были перемещения. Но в основном в творчестве никто не применяет снэп по вертикали, поэтому он, как правило, стоит отключенный. Дальше. Этот between вряд ли вы будете пользоваться, это добавляет промежутки между ключами. Не знаю, зачем это сделано, просто вот выставляете кадр, где вы хотите добавить промежуток, то есть in between это, по-моему, и переводится как промежуток или как бы между чем-то. Вот, ну, нажимаем, добавляет. Ну, легче просто сдвинуть, наверное, чем так делать. Ну, также remove in between удаляет. Mute key, unmute key, это, можно сказать, фризит ключ, чтобы он не учитывался при анимировании. Не будем сейчас вдаваться, этим пользуются редко. Так, дальше из меню. Ну, как я уже говорил, меню Edit — это примерно то же самое, что здесь на таймлайне вторая кнопка мыши. То есть у нас здесь есть Copy, Paste, Delete. Мы можем, допустим, нажать здесь, ну, самое простое Copy, в пятом кадре нажать Paste. Paste, Paste. Ну, как я уже говорил, намного легче это делать с Mouse 2, и вот выставить Mouse 2 и просто нажать S. Это намного быстрее. Так все делают. Copy-Paste используют, когда нужно большой кусок анимации скопировать. Например, вот эту часть нажать Copy и где-то в другом месте вставить. Тогда это оправдано, вот, чтобы не заново все не ключевать. Например, так делают, когда заанимировал левую ногу, и чтобы правую ногу не анимировать, просто копируют левую ногу на правую, потом немножко подправляют, сдвигают во времени, и правая нога тоже начинает приблизительно двигаться как левая, ну, с небольшими доводками. Для этого используют copy-paste. Меню View, оно отвечает за отображение наших кривых именно в граф-эдиторе. Наверное, самые три важные момента, которые вы можете случайно активировать, это вот эти вот режимы отображения. То есть, если вы случайно нажмете циферку 1, 2, 3, например, 3, у вас ключи, они именно кривые, они приобретут определенный вид. То есть, вот, по-хорошему, у вас всегда будет высота вот этих кривых одна и та же. Как бы вот вы не меняли, видите, всегда кривые находятся на одной и той же высоте. То есть значения их вот здесь меняются, но они вот всегда вот так в такой форме. То есть кому-то может так удобно, я так не анимирую. И это у нас normalized view, как я уже сказал. Вот есть еще staked view, тоже сомнительное, в общем, удобство. То есть в основном все анимируют в Absolute View. Если случайно переключили, просто зайдите, посмотрите, нажмите Absolute View. Есть еще очень важное, это включить отображение Infinity, то есть, значит, здесь мы именно только включаем или отключаем что-то. Здесь ничего как бы физически не меняется. Это всего лишь визуальное оформление. Галочку если Infinity включить, можем видеть, что значит, вот здесь, в меню View, здесь мы ничего не меняем. То есть это просто отображение кривых и ключей во viewport. Давайте еще раз включим галочку Infinity. И мы можем видеть, что вот здесь не создались, а появились как бы вот такие фейковые кривые, которые уходят вдаль, в никуда.
То есть, по сути, Infinity — это бесконечность. Давайте расширим таймлайн, сделаем 60 кадров, то есть это 2 секунды. И можем видеть, что вот здесь как бы наш ключ вроде заканчивается здесь, да, но еще продолжение кривой дальше уходит в бесконечность. Зачем это нужно? В меню Curves существуют такие вещи, фичи, как pre-infinity и post-infinity. То есть pre-infinity — это то, что находится до нашей анимации, а post-infinity — то, что находится после нашей анимации. Зачем это нужно? Иногда, особенно в гейм-индустрии, нам нужно сделать цикл. То есть когда мы включаем анимацию, видите, вот после 30-го кадра она замирает, потому что нет ключей. Но мы хотим, например, чтобы на протяжении 5 минут наша анимация вот так вот двигалась циклично. Соответственно, мы же не будем в течение 5 минут тут проставлять эти, копировать ключи, это, ну, как бы время занимает. Соответственно, придумали вот такие вещи, как post infinity и pre-infinity. Достаточно просто выбрать post infinity, у нас же после, да, и нажать цикл. Все. Теперь можем видеть, что вот дальше все наши кривые, они как бы получили вид нашей анимации. Вот видите, вот они везде повторяются. Да? Так. Если мы здесь поставим 6000, они будут все это время отыгрываться. Давайте включим, посмотрим. Видите, теперь здесь дальше ключей нет, но анимация все равно играет. Соответственно, даже если мы здесь будем менять нашу анимационную кривую, она будет меняться на протяжении всей анимации. Чтобы отключить это, если вы случайно включили, нужно выбрать Linear. То есть все вернется, как и было. Также существуют еще другие Infinity. Это цикл with offset. То есть чем отличается? У нас, если, допустим, просто цикл, видите, здесь в конце есть резкая телепортация в ноль. То есть вот анимация отыгралась, да, и потом резко телепортируется. Но цикл with offset убирает эту телепортацию, и анимационная кривая плавно у нас уходит вниз. Смотрите теперь, как будет себя вести. То есть, видите, просто анимация циклическая, но она просто сдвигается немножко в положении. То есть, если дальше сделать 600 кадров, она будет плавно вот туда уходить вдаль. Есть еще Oscillate, это туда-сюда. Будет анимация играть вперед-назад, вперед-назад. Вот. Ну, констант понятно. И стандартная, выставлена по умолчанию, это линейная. Вот, и чтобы отключить это все, опять выбираем галочку Infinity. Мы просто не будем видеть эти ключи. Ну, и теперь выставим обратно наши 30 кадров. Значит, это то, как работает граф-эдитор. Еще в данном меню вам очень важно будет параметр. Не параметр, а фича, как Euler фильтр. Возможно, Simplify Curve, Resemble Curve, но сейчас в данный момент это довольно сложная тема, мы не будем в нее вдаваться, просто запомните, что вот этим чаще всего вы будете пользоваться. Все остальное здесь это уже на ваше усмотрение, хотите, можете посмотреть. Но я вам рассказал то именно, что, чем пользуются аниматоры чаще всего. Значит, задание ваше домашнее будет проанимировать куб. Вначале с отключенным автокеем. Дальше потом включите автокей, попробуйте, поиграйте с включенным. Потом подвигайте ключи по горизонтали, по вертикали. Набивайте мышечную память. Запоминайте, как что двигается. Немножко поанимируйте. То есть разберитесь вот именно с этим. Попробуйте повключать post и pre-infinity циклы. Вот. А в следующем видео мы разберем простую анимацию удара ноги об пол, человеческой ноги. Как раз именно основываясь на предыдущем нашем видео.